Всем привет! Сегодняшним видеообзором я хочу официально открыть начало пасхального декора. Да, до Пасхи еще несколько месяцев, но к пасхальному сезону я начинаю готовиться всегда заранее. И, возможно, кто-то из вас тоже захочет сделать для себя такую красоту. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересным и полезным. Приятного просмотра! Основа яйца из пенопласта, диаметр яйца 10 сантиметров. Заготовку я уже закрыла белым мраморным бархатом и хочу с вами поделиться процессом декорирования. Для работы мне понадобятся инструменты: стилус, 2 пинцета, отвертка, ножницы и горячий пистолет. Горячий клей понадобится только для закрытия шва на заготовке. Закрывать шов я буду вот такой белой тесьмой. Ширина тесьмы 1 сантиметр. Также по краям тесьмы я добавлю цепь со стразами шириной 2 мм. Для декора буду использовать стразы диаметром 2 и 4 мм. Также стразы в цапах различной формы и диаметра. Форму страз в цапах я буду использовать каплю и лошадиный глаз. С ними получаются самые красивые узоры. Весь декор из страз и цепи со стразами я буду клеить на клей B6000 либо клей B7000. И, конечно, сначала нужно закрыть шов на заготовке. И здесь есть небольшое отличие от елочных шаров при закрытии швов. На елочных шарах я начинаю закрывать шов сверху, а на пасхальных яйцах начинаю снизу. И сначала я добавляю немного клея на небольшой кусок тесьмы для того, чтобы тесьма закрепилась на шве и клей хорошо схватился с поверхностью. После того, как клей схватился с поверхностью, можно продолжать дальше работать. И еще хочу напомнить один момент. При проклейке такой тесьмы не забывайте ее немного натягивать. Так тесьма полностью проклеится и закроет ровно шов. На стыке последний конец тесьмы я отрезаю немного с напуском. Проклеиваю горячим клеем последний кусок тесьмы. И этот стык я затем закрою кусочком декоративной тесьмы белого цвета. Теперь, когда шов закрыт, можно приступать к основному декорированию. Сначала я проклею с двух сторон тесьму цепью со стразами. Цепь я буду клеить параллельно тесьме, то есть стразами наверх. При проклейке цепи я наношу клей на бархат, а затем поверх клея накладываю цепь. Когда проклеиваете цепь, после того, как она соприкоснулась с поверхностью и клеем, обязательно посмотрите со всех сторон, как она легла. Так как цепь состоит из отдельных звеньев и они все движутся, поэтому важно просмотреть каждое звено, как оно легло на поверхности. Потому что если даже одно звено ляжет неровно, это будет очень сильно заметно и вы испортите весь декор. Теперь, где будет лицевая сторона пасхального яйца, я хочу еще добавить один слой цепи. Но теперь цепь я буду накладывать боковой поверхностью. Когда яйцо будет стоять на подставке, стразы будут смотреть прямо на нас. Половина работы проделана, я проклеила цепи с двух сторон, с лицевой стороны 2 слоя цепи. Очень красиво сочетается белый мраморный бархат с золотом, смотрится одновременно нежно и элегантно. Примерный узор из страз я для себя уже разложила на рабочей поверхности. Этот узор будет на лицевой стороне пасхального яйца, и на обратную сторону я тоже добавлю несколько страз в цапах. Хочу показать вам поближе, как примерно будет выглядеть узор. Конечно, при перенесении на бархат узор немного изменится, так как, возможно, я еще добавлю несколько страз. Почему так происходит? Потому что на выпуклой поверхности узор будет смотреться немного по-другому. И, как всегда, в переноске узора я начинаю с середины. Но перенесу только одну стразу из середины для того, чтобы определить ее на пасхальном яйце. На стразы, которые больше диаметра 4 мм, я наношу клей не на бархат, а
на саму стразу. После того, как этой стразой я определю середину на пасхальном яйце, далее я буду проклеивать стразы, которые определяют боковины. Теперь с двух сторон от круглой стразы я приклею по 2 стразы в цапах диаметром 4 мм. И уже после этого буду проклеивать стразы, которые определяют боковые стороны. Соответственно, стразы, которые находятся в середине, я буду проклеивать в конце. Кстати, при помощи стилуса очень удобно клеить мелкие стразы в цапах. Помимо того, что это удобно, но и ваша работа будет выходить аккуратно. Одну боковую сторону я уже проклеила, осталось к ней добавить только мелкие стразы, а далее я буду проклеивать вторую боковую сторону. Весь процесс я уже показывать не буду, дабы видео не затягивать, а лишь важные моменты. Если вам интересно посмотреть более подробно про выкладку страз, у меня на канале есть видеообзор на эту тему. Можно посмотреть по ссылке вверху. Также хочу вам показать, как легко клеятся стразы диаметром 2 мм при помощи стилуса. Наношу капельку клея на бархат, а затем с помощью стилуса прикладываю стразу. Еще хотела напомнить один важный момент. При такой проклейке страз, как в цапах, так и без них, при помощи стилуса важно убирать сразу паутинку, которая образуется от клея. Ну что же, боковые узоры я завершила, добавив стразы диаметром 2 мм. И теперь можно выкладывать узор в середине, а затем добавить стразы на обратную сторону пасхального яйца. И вот такой узор получился на лицевой стороне пасхального яйца. Еще в середину узора я добавила стразы диаметром 2 мм, а с обратной стороны я задекорировала вот так. Использовала 5 страз диаметром 4 мм и 3 капли разного диаметра. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был интересен. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вариант пасхального декора. Буду ждать от вас обратную связь. И на сегодня это все. Я очень надеюсь, что тема пасхального декора откликнется вам. И не переживайте, елочные игрушки мы с вами будем делать круглый год, так как к новогоднему и рождественскому сезону я готовлюсь в течение года. И еще хотела вас поздравить с наступающим старым Новым годом, с этим прекрасным праздником детства, по крайней мере для меня. Пожелать всем здоровья, творческих успехов, новых побед и семейного тепла и благополучия. И до новых встреч на канале. Если у вас еще будут какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!